Всем добрый день! Сегодня мы с вами начнем вязать вот такие замечательные носочки-следки. Данные носочки связаны на размер 37-38. Связаны они ажурной вязкой. Вот посмотрите, какая здесь сверху красота. Клин подъема мы с вами будем вывязывать. Вот так вот выглядит подошва у этих носочков. Итак, что же нам нужно, чтобы связать вот такие вот носочки? Во-первых, это, конечно же, пряжа. В моем случае это пряжа Yarn Art Jeans. Состав ее 55% хлопка и 45% полиакрила. В моточке 50 грамм пряжи, 160 метров. На наши носочки уйдет примерно 40 грамм пряжи. Затем спицы. Я вяжу спицами на леске. Размер этих спиц 3,5 миллиметра. Ножницы, чтобы отрезать ниточку. Иголочка с тупым кончиком. Это мы с вами будем вот здесь сшивать буквально вот этот коротенький шовчик. И 2 маркера. Ну что, начинаем вязать. Берем с вами пряжу, отматываем ниточку, берем спицы и набираем привычным для вас способом, каким вы только умеете, 42 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И так далее набираете, пока у вас на спицах не будет 42 петли. Итак, мы с вами набрали 42 петли. Теперь одну спицу вытягиваем и вяжем резинку 1 на 1. То есть 1 лицевая, 1 изнаночная. Значит, первую петлю мы с вами кромочная у нас будет, мы ее снимаем. Затем вяжем лицевую. Затем изнаночная, лицевая, изнаночная. И таким образом до конца ряда вяжем резинку 1 на 1. То есть 1 лицевая петля у нас, 1 изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Смотрите, когда у вас до конца ряда останется 3 петли, здесь посмотрите, как мы будем провязывать. Значит, лицевая, затем предпоследняя петля у нас будет изнаночной, и кромочная петля, она у нас тоже будет изнаночной. Так мы провязали с вами ряд. Теперь поворачиваем вязание и начинаем вязать второй ряд. Второй ряд резинки. Первая петля кромочная, мы ее снимаем. Дальше смотрим. Лицевая у нас петля идет. Над лицевой мы вяжем лицевую. Над изнаночными петлями будем вязать изнаночными. И вот таким образом мы с вами вяжем резинку 1 на 1. То есть где у нас была лицевая, там мы будем вязать лицевую. Где изнаночная, мы провязываем изнаночной. И вот таким образом мы с вами вяжем резинку. Вот посмотрите, здесь примерно 3 сантиметра. Итак, я закончила вязать резинку. Вот такая она у меня получилась. Высота ее сейчас мы смеряем. Да, 3 сантиметра. Теперь мы можем уже непосредственно переходить к вывязыванию узора. Вот посмотрите, значит, мы начнем вывязывать вот этот клин подъема платочной вязкой. Затем узор и опять клин подъема платочной вязкой.
Итак, начинаем распределять петли для узора. Первую петлю снимаем, затем провязываем 10 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставим маркер. Дальше. Это вот мы с вами распределили вот эти вот петли. Теперь у нас идут 3 петли лицевые. 1, 2, 3. Провязали. Теперь посмотрите на рисунке. У нас изнаночные. Здесь 2 петли изнаночные. 1, 2. Дальше 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Теперь 2 изнаночных. 1, 2. Теперь снова 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Теперь 2 изнаночных. 1, 2. Вот таким образом мы с вами дошли вот до этого рисунка. Теперь нам нужно 3 лицевых провязать и затем 11 петель у нас должно остаться. Итак, провязываем еще 3 лицевых. 1, 2, 3. Ставим маркер. Мы с вами маркерами отмечаем вот этот вот рисунок, вот эту часть, где будет у нас ажурная вязка идти. И затем у нас должно остаться 11 петель. Мы их провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И последняя кромочная петля, изнаночная петля. Поворачиваем вязание. Так как у нас клин подъема вяжется платочной вязкой, значит, с изнаночной стороны мы, где изнаночные петли, их вяжем лицевыми, чтобы получилась у нас платочная вязка. Первую петлю снимаем, затем провязываем оставшиеся 10 петель, оставшиеся до маркера, мы их провязываем лицевыми. 9, 10. Перекидываем маркер. А теперь вот эту среднюю часть, вот это у нас, где ажурная часть носочка, мы вяжем с изнаночной стороны по рисунку. Значит, здесь у нас изнаночные петли, мы их вяжем изнаночными. 1, 2, 3. Дальше идут 2 лицевые. 1, 2. Далее идут 4 изнаночных. 2, 3, 4. Теперь 2 лицевых. 1, 2. Далее 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 2 лицевых. 1, 2. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Дошли до маркера. Перекидываем маркер. Теперь у нас все петли идут здесь изнаночные. Но мы не забываем, что мы вяжем платочную вязку. Поэтому с изнаночной стороны мы их все вяжем лицевыми. Итак, довязываем до конца ряда.
Все петли у нас идут лицевыми. Последняя петля кромочная, мы ее провязываем изнаночной. Итак, мы повернули вязание. Это у нас будет лицевая сторона. Всегда на лицевой стороне мы с вами будем вывязывать рисунок, а на изнаночной стороне все петли будем вязать так, как они у нас будут по рисунку находиться. То есть над лицевыми лицевые петли, над изнаночными изнаночные. Исключение только будет составлять вот этот клин подъема, который мы все время будем вязать, независимо от того, лицевая эта сторона или изнаночная, мы все время будем вязать эти петли лицевыми петлями. Итак, начинаем вязать третий ряд нашего рисунка. Первая петля кромочная снимаем. Дальше вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель провязали. Не доходя одну петлю до маркера, мы с вами из протяжки должны добавить одну петлю. Поднимаем протяжку, одеваем ее на спицу и из нее таким образом провязываем петлю, дополнительную петлю. И затем последнюю петлю перед маркером провязываем лицевой. Теперь у нас с вами в этой части получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, то есть 12 петель. Перекидываем маркер. Затем вяжем 3 лицевых. 1, 2, 3. Дальше у нас идут 2 изнаночных. 1, 2. Теперь делаем накид. Далее 2 петли провязываем вместе. Вот эти 2 петли провязываем вместе за заднюю стенку лицевой. Вот таким образом. Следующие 2 петли мы должны провязать за переднюю стенку лицевой. Но сначала мы снимаем их и разворачиваем вот таким образом. И затем провязываем 2 вместе лицевой и накид. Для чего мы с вами развернули петли? Видите, чтобы они у нас получились, эти 2 петли с наклоном влево, а следующие 2 петли, чтобы получились с наклоном вправо. Вот если мы посмотрим вот здесь на нашей модельке, вы видите вот эти вот наклоны петель, чтобы у нас вот так вот, как елочка получилась. Вот таким образом. Заметили? Вот мы сейчас сделали с вами вот этот накид и вот эти петли с наклоном влево и вправо. Затем вяжем 2 изнаночных по рисунку. Так, накид у нас, да, был. Теперь 2 изнаночных. 1, 2. Теперь делаем накид. Опять провязываем 2 петли с наклоном влево у нас получится. Следующие 2 петли мы снимаем, разворачиваем их и 2 вместе провязываем с наклоном вправо. Затем делаем накид. Следующие 2 изнаночные. И затем 3 лицевых. 1, 2, 3. Дошли до маркера. Перекидываем маркер. После маркера первую петлю провязываем лицевой. Далее мы поднимаем протяжку, одеваем ее на спицу. И вот таким образом из этой протяжки делаем еще одну петлю. И теперь до конца ряда провязываем все петли лицевыми. Не забываем, что последняя петля у нас будет
кромочная, мы ее провязываем всегда изнаночной. Все, третий ряд рисунка у нас готов. Четвертый ряд — это изнаночная сторона. На изнаночной стороне мы с вами вяжем первые петли до маркера всегда лицевыми, так как это у нас с вами идет платочная вязка. Итак, первую петлю снимаем, далее все петли провязываем лицевыми вплоть до маркера. Здесь ничего даже не считаем, просто вяжем лицевыми петлями. Дошли до маркера, снимаем маркер. Так как это у нас с вами изнаночная сторона, то здесь мы все петли вяжем между маркерами, вот эти петли мы вяжем по рисунку. То есть вот смотрим, здесь идут 3 изнаночных, мы их вяжем изнаночными. 1, 2, 3. Дальше идут 2 петли лицевые. 1, 2. Дальше пошли накиды, но накиды они у нас вместе с изнаночными петлями, поэтому мы их тоже провязываем изнаночными. 1, 2, 3. Опять вот накид, мы его провязываем изнаночной. Затем 2 петли лицевые. Опять накид, мы его провязываем изнаночной. 1, 2, 3, 4. Затем у нас 2 петли лицевые. 1, 2. Затем 3 изнаночных. 1, 2, 3. Маркер, мы его переснимаем. Затем все петли у нас идут лицевыми, так как это у нас платочная вязка. Все, до конца мы провязываем все петли лицевыми. Не забываем, что последняя петля у нас кромочная, мы ее провязываем изнаночной. Итак, поворачиваем вязание. 5-й ряд рисунка. Первую петлю снимаем, это кромочная у нас. Дальше вяжем все петли лицевые, не доходя до маркера 1 петлю. Мы с вами должны из протяжки сделать еще 1 лицевую петлю. Итак, все петли лицевые, не доходя до маркера, вот 1 петлю до маркера мы не дошли, поднимаем протяжку, одеваем ее на спицу и затем вот таким образом скрюченной петлей вытягиваем из протяжки новую петлю. Затем последняя петля, одеваем маркер. Дальше вяжем 3 лицевых. 1, 2, 3. Дальше у нас идут 2 изнаночных. 1, 2. Здесь мы с вами никакие накиды в 5-м ряду не делаем. Вяжем над лицевыми лицевые. 1, 2, 3, 4. Затем 2 изнаночных. 1, 2. 1, 2, 3, 4 лицевых провязали. Затем 2 изнаночных. 1, 2. 3 лицевых. 1, 2, 3. Дошли до маркера. Перекидываем маркер. Вот видите, у нас уже с вами получаются вот эти дырочки. Уже ажурный узор виден. Значит, перекинули маркер, провязываем 1 петлю лицевой, затем поднимаем протяжку и вот так вот перекрещиваем. Из нее 1 лицевую провязываем, делаем лицевую, таким образом мы добавляем петли. Получилось у нас после маркера 2 петли. Дальше 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 и 13 петля у нас кромочная, мы провязываем изнаночной. Вот таким образом мы с вами будем прибавлять по одной петли в каждом лицевом ряду. Вот перед маркером. В каждом лицевом ряду будем прибавлять, пока у нас перед маркером не будет 17 петель. Поворачиваем вязание и вяжем все петли по рисунку. Но не забываем, что здесь у нас с вами первые петли будут всегда до маркера, они всегда будут лицевыми. Так, одну кромочную сняли. Дальше все петли вяжем лицевые. Итак, дошли до маркера. Дошли до маркера, перекинули маркер. Между маркерами не забываем, что мы вяжем строго по рисунку, то есть над изнаночными петлями мы вяжем изнаночные, над лицевыми лицевые. Значит, вот они у нас изнаночные. Раз, два, три, четыре, 2 лицевых. Раз, два, изнаночный. Раз, два, три, четыре, 2 лицевых. Раз, два, 3 изнаночных. Раз, два, три. Маркер, перекидываем его. Теперь у нас оставшиеся петли мы вяжем лицевые. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петля кромочная, изнаночная. Итак, мы с вами провязали 6 рядов рисунка. В 7 ряду нам надо будет с вами делать накиды. И не забываем еще, что мы перед маркером одну петлю не довязывая одну петлю, мы поднимаем из протяжки еще дополнительную одну петельку. Итак, первую петлю снимаем. Затем вяжем все петли лицевые до маркера, не доходя одну петлю, останавливаемся. Так, до маркера вяжем все петли лицевые, но не доходя одну петлю. Вот она. Одна петля у нас до маркера осталась. Мы поднимаем протяжку. Из нее делаем дополнительную еще петлю, одну лицевую. Затем лицевая петля, снимаем маркер. Так, дальше у нас идут вот эти петли, они всегда будут лицевые, вот эти 3 петли с лицевой стороны. Раз, два, три. Дальше у нас идут 2 петли изнаночных. Раз, два. Теперь нам надо сделать с вами накид, чтобы у нас получилась вот такая дырочка. Делаем накид. Эти 2 петли провязываем 2 вместе лицевой. Следующие 2 петли мы их поворачиваем. Снимаем сначала, потом поворачиваем. Вяжем 2 вместе лицевые. Накид. Дальше 2 изнаночных. Накид, 2 петли вместе лицевой, следующие 2 петли снимаем, поворачиваем и за переднюю стенку с наклоном вправо их провязываем 2 вместе. Затем накид, 2 изнаночных, далее раз, два, 3 лицевых, накид. Ой,
не накид, снимаем маркер. Далее 1 петля лицевая. Из протяжки делаем 1 лицевую петлю дополнительную. И до конца ряда провязываем все петли лицевые. Последняя петля у нас, не забываем, она всегда кромочная. Мы ее провязываем изнаночной. Все. Поворачиваем вязание и вяжем все петли по рисунку. И вот таким образом продолжаете вязать самостоятельно до тех пор, пока у нас вот здесь вот до маркера не будет 17 петель вместе с кромочной. То есть не забываем, до маркера, не доходя 1 петлю, поднимаем петлю из протяжки. Здесь между маркерами не забываем через 4 ряда делать накиды с лицевой стороны, чтобы у нас получался уже вот такой рисунок. Вот как здесь вот видите. Вот каждые 4 ряда мы делаем накиды, по 2 вместе провязываем с наклоном влево, вправо и таким образом вяжем. Итак, продолжаете вязать до тех пор, пока у нас до маркера не будет по 17 петель. Итак, я сделала все прибавки. У нас теперь с вами от маркера до конца с обеих сторон по 17 петель. Вот это у нас с вами лицевая сторона. Мы сделали последний раз прибавочку. Теперь поворачиваем наше вязание и вяжем еще раз 1 рядочек по рисунку. Не забываем, что первые 17 петель у нас вяжется всегда лицевыми петлями, так как это платочная вязка. Итак, провязываем еще 1 ряд с изнаночной стороны. Так, довязываем до маркера. Все петли вяжем лицевыми. Перекидываем маркер. Среднюю часть, там где у нас ажурная вязка, мы вяжем по рисунку. Значит, 3 изнаночных. 1, 2, 3. Затем у нас идут 2 лицевые. Далее 4, вернее, 1, 2, 3, 4 изнаночных, 2 лицевые, 4 изнаночные, 3 лицевые, 2 лицевые и 3 изнаночных. 1, 2, 3. Перекидываем маркер. Здесь у нас 17 петель лицевые петли, так как это платочная вязка. Довязываем ряд лицевыми петлями. Последняя кромочная, изнаночная. Поворачиваем вязание. Теперь мы с вами уже непосредственно перейдем к вывязыванию вот этой вот средней части носочка. Мы с вами довязали вот до этого места, вот связали 1, 2, 3, вот эти вот у нас 3 накида мы связали, вот эту подъемную часть мы связали. Теперь нам надо продолжать вязать вот эту среднюю часть до мысочка. Так, мы повернули вязание. Теперь мы с вами на лицевой стороне. Первые 17 петель мы провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Перекидываем маркер и вяжем по рисунку. Вяжем наш ажурный рисунок. 3 лицевых, 1, 2, 3. Затем 2 изнаночных. Теперь нам нужно делать накид. 2 вместе провязываем лицевой. Следующие 2 петли лицевые мы сначала разворачиваем и провязываем их за переднюю стенку лицевой. 2 вместе лицевой. Делаем накид. 2 изнаночных. Еще раз накид. 2 петли вместе провязываем лицевой. Следующие 2 петли снимаем сначала, поворачиваем их. 2 вместе провязываем лицевой за переднюю стеночку, делаем накид, 2 петли изнаночные. Так, и остаются у нас 3 лицевые. Все, дошли до маркера. Маркер теперь можно снять, он нам не нужен пока. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем рисунок, как мы и вязали раньше, по рисунку. Значит, первую снимаем, петля у нас будет как кромочная идти. Дальше 2 изнаночные, 2 лицевые. Дальше 4 петли у нас идут изнаночные. Так, 3, 4. Так, теперь 2 лицевых. 1, 2. Далее 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Следующие 2 лицевых. 1, 2. Теперь изнаночный. 1, 2, 3. Дошли до маркера. Теперь этот маркер тоже можно убрать. Поворачиваем вязание и вяжем наш ажурный узор. Вот видите, вот от этих, вот эту часть, здесь 3 лицевых и здесь у нас 3 лицевых. Вяжем вот эту часть среднюю, только среднюю часть. Вяжем вверх. Делаем еще раз 6, чтобы у нас было 6 накидов. То есть, если мы здесь вот посмотрим на нашем носочке, у нас всего от резинки будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 накидов. 10 вот этих дырочек у нас должно быть. Это вот на размер 37-38. Если у вас размер больше, значит вы здесь прибавляете еще вот этот рисунок, то есть делаете еще один раз накид. У вас тогда будет не 10 накидов, а 11. Это будет примерно на 38-39 или 12. Это будет уже тогда на 39-40. На такой вот размер. Теперь мы с вами приступим к вывязыванию нашего мыска. Хочу обратить ваше внимание на то, что это на размер 37-38 мы сейчас вяжем. Если вы хотите, чтобы у вас носочек получился длиннее, значит здесь вы еще добавляете ажурный рисунок. Еще раз делаете накид и добавляете еще вот 1 раппорт или 2 раппорта. Тогда у вас размер будет носочка больше. Итак, дальше вяжем таким образом. Приступаем к вывязыванию мыска. Первый ряд мы провязываем все петли лицевыми. Абсолютно все петли до конца ряда у нас идут лицевые. Так, заканчиваем мы наш ряд изнаночной петлей, так как это кромочная. Поворачиваем наше вязание. И теперь
все петли провязываем изнаночными. Первую петлю снимаем, остальные до конца ряда провязываем изнаночными петлями. Так, аккуратненько до конца ряда все петли у нас изнаночные. Последняя кромочная петля у нас также изнаночная. Итак, провязали. Теперь мы с вами приступаем вывязывать мысок. Вот эту часть нашего носочка. Она должна быть закругленная. Значит, мы с вами будем делать убавление. Делаем убавки таким образом. Первую петлю снимаем кромочную, затем 2 петли провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Следующие все петли провязываем лицевыми до тех пор, пока у нас на спице не останется 3 петли. Так, весь ряд провязываем лицевыми, пока у нас здесь не останется 3 петли. Вот, у меня осталось 3 петли. Я снимаю 2 петли, разворачиваю их и провязываю 2 вместе за переднюю стенку. И затем последнюю петлю провязываю кромочной. Для чего мы с вами разворачиваем петлю? Для того, чтобы у нас вот здесь, видите, когда мы будем убавлять, у нас наклон будет в левую сторону, а по эту сторону носочка у нас будет наклон в правую сторону, чтобы у нас вот так вот было красиво здесь получалось. Так, затем поворачиваем вязание и с изнаночной стороны все петли провязываем изнаночными. Первую петлю снимаем, остальные петли провязываем изнаночными петлями. Вот таким образом мы с вами делаем убавки с каждой стороны до тех пор, пока у нас на спицах не останется 8 петель. Итак, у нас с вами на спицах осталось 8 петель. Теперь мы будем вязать с вами подошву. Вот эти вот 8 петель у нас вот остались на спицах. Теперь мы будем вязать в обратном направлении от мыска в сторону пятки. Каким образом мы это с вами будем делать? Итак, наше вязание у нас на лицевой стороне. Мы провязываем с вами лицевыми петлями эти 8 петель. Первую снимаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель провязали лицевыми петлями. Ставим маркер. Для того, чтобы нам с вами не потерять вот эти 8 петель, которые у нас относятся к мыску. Теперь дальше смотрите. Нам нужно будет по краю нашего вязания, вот здесь вот по краю, мы будем поднимать петли. Поднимать мы будем их вот из этих вот. Видите, как они колоском идут, боковые кромочные петельки. Итак, с первой вот нашли 2 петли и вот так поднимаем. Раз. Следующие опять 2, вот видите, как они смотрят. 2. Дальше 3. Вот у нас с той стороны, с изнаночной стороны, вот получится вот такой колосочек. Итак, поднимаем дальше петли 3, следующие 4, опять находим вот эти 2 петелечки, 5, те петли, которые были кромочные, 6,
7, 8, 9. Не пропускаем, поднимаем вот в каждое вот это вот отверстие. Вот их здесь вот видно, вот они отверстия. Мы заводим спицу, подхватываем вот эти 2 петелечки и вот так вот поднимаем. И таким образом доходим вот до этого места, где у нас с вами петли, где мы вязали клин подъема. Не забывайте здесь считать, чтобы у вас здесь количество петель, и потом, когда мы будем поднимать с противоположной стороны, чтобы количество петель совпадало. Так, я уже подняла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 петли. Вот следующие петли у нас уже пойдут со спиц, вот с этой спицы. Итак, мы здесь подняли вот от маркера, где мы отметили, от маркера мы подняли 22 петли. Так, следующие вот эти петли, которые у нас были как клин подъема, мы вывязывали, мы их просто провязываем лицевыми петлями. У нас их тут 17 петель. Так, их провязали лицевыми. Последняя кромочная у нас тоже провязывается лицевой. Вот таким образом у нас с вами сейчас получилось. Теперь нам нужно с вами поднять петли, которые находятся вот с этой стороны клина подъема до резинки. Так как у вас спицы на леске, вы можете вытянуть, чтобы вам было удобнее. Точно таким же образом, вот после последней петли мы с вами вот сюда, вот в это отверстие продеваем спицу и поднимаем петли. Сколько у нас здесь получится до резинки? Будем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы с вами подняли 6 петель. Так, вот еще разочек посмотрим, как у нас теперь выглядит наше полотно. Вот таким образом с этой стороны мы с вами сделали. Теперь разворачиваем, поворачиваем, вернее, вязание. Вытягиваем спицу, чтобы нам было удобнее вязать. Разворачиваем вязание на левую сторону. И с левой стороны все петли, которые мы с вами набрали, и которые вот здесь вот провязывали, все петли мы с вами вяжем лицевыми петлями. Первую петлю снимаем, а затем все петли вяжем лицевыми. Значит, здесь у нас уже мы не считаем ничего, просто до конца
ряда вот до вот этого места, где у нас с вами был мысок, мы провязываем лицевыми петлями. Это изнаночная сторона, но мы вяжем лицевыми петлями. Для чего мы с вами это сделали? Чтобы вот, видите, получилась у нас вот эта вот красивая полосочка на подошве. Вот, видите, как будет с обеих сторон, будет вот так вот красиво смотреться. Итак, провязываем лицевыми петлями вот до этого места. Итак, мы с вами провязали до конца ряда лицевыми петлями. Вот так теперь выглядит наше полотно с изнаночной стороны. Эти 8 петель от маркера мы тоже провязали лицевыми, несмотря на то, что они у нас с изнаночной стороны, все равно мы их провязали лицевыми. Затем ставим маркер. Теперь нам с другой стороны нужно также поднять петли. Мы помним, что у нас от маркера до клина подъема, вот с этой стороны, с первой, которую мы поднимали, было 22 петли. У вас может быть, конечно, другое количество петель. Следите, чтобы у вас количество петель с обеих сторон было одинаковое. Так, как здесь мы поднимаем? Здесь мы будем поднимать немножко посложнее. Если там мы поднимали и провязывали лицевыми петлями, то здесь мы будем поднимать и провязывать изнаночными петлями. Также вот в это отверстие заводим спицу. Вот видите, вот этот вот краешек, где у нас были кромочные петли, мы под них поддеваем спицу, но теперь уже провязываем не лицевой, а изнаночными петлями. Раз, поднимаем, опять с той стороны спицу заводим и поднимаем вот таким образом петли. Вот видите? Вот так, с той стороны заводим и поднимаем. То есть у нас с вами получится, видите, с левой стороны прям видно вот полоски. И с правой стороны тоже будут полоски. Сейчас мы когда поднимем, будет более четко видно. Итак, с той стороны заводим под эти две ниточки, которые образуют кромочную петлю. И изнаночной петлей поднимаем. С той стороны, с лицевой, заводим спицу и изнаночной петлей вот так поднимаем. Не забывайте считать, чтобы у вас количество петель было с обеих сторон одинаковое. Так, еще раз показываю. С той стороны вот заводите спицу и изнаночной петлей поднимаете. Это немножко, конечно, потруднее, но сейчас, когда мы с вами поднимем все петли, я вам покажу, почему мы именно здесь поднимаем изнаночными петлями, а не лицевыми. Нам нужно с вами, чтобы рисунок, который будет с лицевой стороны, он выглядел с обеих сторон нашего носочка одинаково. Поэтому вот нам здесь приходится поднимать петли изнаночными петлями. Так, не забывайте считать, сколько вы петель подняли от маркера. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20. У меня с той стороны 22 петли. Значит, я еще раз и еще одну петлю. 22. Все. Так, дошла я до клина подъема.
Так, а вот здесь вот этот клин подъема с этой стороны мы провяжем с вами лицевыми петлями. Здесь мы провязываем лицевыми. Эти 17 петель мы провязываем лицевыми. Итак, здесь продолжаем вязать лицевыми петлями. Доходим до конца ряда, лицевая. Так, мы помним, что вот с другой стороны до резинки мы подняли с вами 6 петель. Так, здесь мы тоже поднимаем эти петли изнаночными. Для чего? Для того, чтобы у нас с вами вот эта вот полосочка, вот которая вот здесь вот у нас образовалась, она была с изнаночной стороны. А с лицевой стороны у нас будет вот как продолжение платочной вот этой вязки. Итак, здесь нам надо поднять с вами 6 петель. Также поднимаем изнаночными. Вот так вот спицу заводим под низ вот этой кромочной петли и поднимаем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, мы дошли с вами до резинки. Итак, вот давайте теперь разложим наше вязание и посмотрим, что у нас получилось. Вот такое полотно у нас с вами должно получиться. Вот. Так, теперь вытягиваем спицу. Так, и с этой стороны перевернули мы вязание, и мы оказались с вами на лицевой стороне. Значит, нам первый ряд до вот этого маркера мы провязываем с вами изнаночными петлями. Для чего? Чтобы у нас, вот видите, как на противоположной стороне получился вот такой узор, петли изнаночные. И здесь нам надо тоже, чтобы было одинаково. Поэтому мы сейчас провязываем весь ряд изнаночными петлями. Это последнее, так я вам скажу, сложное задание, которое мы с вами делаем при вязании этих следок. Первую петлю снимаем, затем все петли провязываем изнаночными. Итак, вяжем изнаночными петлями до первого маркера. Все петли изнаночные до первого вяжем изнаночными вот до этого первого маркера. Итак, мы с вами дошли до маркера. Теперь мы будем вязать подошву, но сначала нам нужно прибавить петли между маркерами, чтобы у нас получилось на подошве 16 петель. Вот как мы отсюда с вами начинали убавлять вот эти 16 петель до 8. Теперь с обратной стороны, со стороны подошвы, мы эти петли будем прибавлять, чтобы у нас ширина носочка вот была 16 петель. Каким образом мы это будем делать? Вот здесь я вам советую вот так вот вытянуть леску с этой стороны, с левой и с правой, чтобы удобнее было вязать. Так вот с двух сторон вот вытяните, чтобы удобнее было вот так вот вязать нам. Итак, маркер перебрасываем на правую спицу. Так, здесь эти 8 петель
вяжем лицевыми. Мы переходим с вами к вязанию подошвы. А подошва у нас, вы помните, она платочной вязкой вяжется. То есть мы будем все петли вязать лицевыми. Не доходя до последней петли, которая перед маркером, нам надо с вами сначала, вот видите, вот этот вот бугорочек, мы из него вот так немножко его поднимаем, накидываем на эту спицу, на левую, и из него делаем, провязываем новую петлю. Теперь эту петлю, которая перед маркером, снимаем, маркер убираем, снятую петлю одеваем назад на спицу и провязываем 2 петли изнаночными. Разворачиваем вязание. Снимаем первую петлю. Следующие петли провязываем все лицевыми до последней петли перед маркером. Вот, дошли до этой последней петли, вот он маркер. Опять вот из этого вот бугорочка, вот этот бугорочек, нам нужно из него поднять одну петлю. Мы поднимаем его, одеваем на спицу и из него провязываем лицевую петлю. Затем петлю перед маркером, которая находится, мы снимаем. Маркер убираем, он нам больше не нужен. Он нам нужен был для того, чтобы пометить вот эти 8 петель носочка. Назад возвращаем петлю. И теперь с изнаночной стороны 2 петли, вот эти, которые мы назад вернули, и та петля, которая была после маркера, мы провязываем лицевой. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем. Следующие петли провязываем лицевыми. Их у нас теперь, давайте посчитаем, должно быть 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот видите, здесь большой промежуток у нас получился. Это там, где мы с вами 2 петли провязывали вместе. Значит, перед вот этим промежутком мы опять из вот этого вот бугорочка поднимаем вот этот бугорочек на спицы. Из него опять провязываем одну петлю. Таким образом мы добавляем петлю. Затем вот эта петля и следующая петля провязывается изнаночной петлей. Разворачиваем вязание. Первая петля у нас, мы ее снимаем. И затем все петли провязываем лицевыми. Опять до того места, где у нас, вот видно большое расстояние между петлями. Не доходя вот этого расстояния, вот одно, мы опять с вами вот отсюда поднимаем протяжку, из протяжки опять добавляем одну петлю, вот эту петлю, вот которая перед расстоянием большим, и следующую мы провязываем 2 вместе лицевой. Итак, вот смотрите, если с изнаночной стороны посмотреть, у нас с вами вот уже немножко видно вот эти 2 полосочки. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем. Следующие все провязываем лицевыми петлями. Опять до того места, вот где у нас будет большое расстояние между петлями. Если вам здесь трудно сориентироваться, вы можете маркер оставить. Если вы вот это расстояние вам трудно увидеть, вы можете здесь маркер поставить.
Итак, мы дошли опять вот до этого большого расстояния, до последней петли. Опять из протяжки поднимаем эту протяжку, из протяжки опять делаем петлю. С лицевой, это у нас лицевая сторона. Здесь вот эту петлю, которая перед большим расстоянием, и следующую мы провязываем 2 вместе изнаночные. Все. То есть вот запомните, когда мы будем на лицевой стороне 2 петли провязывать, мы их провязываем вместе изнаночной. С изнаночной стороны мы их провязываем 2 вместе лицевой. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем. Дальше вяжем лицевой. Сейчас мы их посчитаем, сколько петель у нас получилось. Нам надо, чтобы у нас было 16 петель между вот этими вот расстоянием, между этими петлями, где у нас большое расстояние. Должно быть 16 петель. Итак, одну петлю сняли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот видно, уже расстояние большое. 11. 12, поднимаем еще одну петлю, 13, и вот эту петлю и следующую провязываем вместе лицевой, получается 14, а нам надо с вами, чтобы было 16, значит еще надо нам прибавить 2 петли. Разворачиваем наше вязание. Все петли провязываем лицевой петлей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Это у нас 14. Значит, мы опять из протяжки делаем петлю 14 и вот эти 2 петли последние провязываем 2 вместе изнаночные. У нас получилось 15 петель, да? Значит, нам еще разочек сейчас в конце вот здесь провяжем одну петлю, еще, вернее, добавим одну петлю, и у нас будет 16 петель. Итак, первую петлю снимаем, лицевая, считаем 1, все остальные провязываем лицевыми тоже. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот у нас уже видно очень хорошо вот это большое расстояние, да? Теперь опять вот из этой протяжки поднимаем протяжку. Из нее делаем, у нас получается 15. Эта петля и следующая провязывается вместе лицевой. 16. Все. Мы с вами сделали все прибавки. Вот посмотрите, у нас с изнаночной стороны вот уже видно вот эти вот полосочки с обеих вот сторон, которые мы с вами вместе вот петли провязывали. И вот так вот уже выглядит, видите, уже наш мысочек вот такой вот. Все. Следующие петли мы будем вязать таким образом. Мы теперь уже не будем с вами прибавлять, потому что мы прибавили. Вот у нас уже видно здесь вот от этого отверстия, вот где большое здесь отверстие, вот до этого у нас 16 петель. То есть все петли для подошвы мы с вами подняли. Теперь мы будем вязать только лицевыми петлями и одновременно вот забирать вот с каждой стороны по одной петли, чтобы у нас вот таким образом будем с этой стороны забирать, с этой, и будем продолжать вязать вот так вот подошву до пятки. Итак, я вам сейчас еще разочек покажу. Так, первая петля у нас снимаем, первую петлю снимаем, дальше вяжем опять лицевыми до того места, где у нас
большой промежуток между петлями. У нас здесь сейчас 16 петель. Так, вот мы дошли. Мы с вами вот посмотрим, мы на лицевой стороне. Значит, вот эту петлю, которая перед большим вот этим расстоянием, и следующую мы провязываем 2 вместе изнаночной. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, следующие все петли провязываем лицевыми. Доходим опять вот до этого вот места, где у нас вот здесь вот большой промежуток. Вот дошли. Вот эту последнюю петлю 16 и следующую провязываем 2 вместе лицевой. Вот у нас уже здесь с вами хорошо видно вот эту вот дорожку по обеим сторонам, видите? Вот, видите, ее уже хорошо вот видно. Все, и таким вот образом мы с вами вяжем вот эту часть нашего носочка, то есть подошву, до тех пор, пока вот здесь вот на спицах с обеих сторон не останется по 6 петель. Как останется у нас 6 петель, мы с вами начнем вывязывать пяточку. Итак, я подхожу уже к завершению вязания подошвы. Вот видите, что у нас получается. Это вот так выглядит подошва. Если повернем, здесь мы увидим верх нашего носочка. Видите, как все красиво, аккуратно. Итак, я хочу вам показать еще немножко вместе провязать с вами несколько рядов до того, как мы приступим к вывязыванию пятки. Итак, значит, первая петля у нас кромочная. Это я начинаю вязать с лицевой стороны. Дальше все у нас петли идут лицевые. Считаем, у нас их должно быть 16 петель. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Следующая 16 петля и вот, значит, 16 петля, потом у нас идет это большое расстояние, и следующую петлю мы провязываем изнаночной, так как это у нас лицевая сторона нашего носочка. Затем поворачиваем вязание. Да, вот здесь я вам хотела показать, видите, как с изнаночной стороны у нас получается. Там, где мы с вами провязывали 2 петли вместе, у нас получается вот такие вот 2 очень заметные полосочки. Так, значит, с изнаночной стороны первую петлю кромочную снимаем. Дальше опять провязываем петли лицевыми. У нас их должно быть 16. Провязываем 15 петель лицевыми петлями. Затем 16 петлю. Вот я дошла до нее до 16. Вот здесь вот уже видно ее, видите, как полосочка. Вот эту 16 и следующую петлю провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Разворачиваем вязание. Так, здесь смотрим, сколько у нас осталось петель. У нас осталось, так, 3, 6, 8 петель. Значит, мы еще можем убрать с обеих сторон по 2 петли. Нам надо, чтобы здесь у нас осталось 6 петель. И тогда мы уже начнем с вами вывязывать пятку. Итак, дальше вяжем, пока у нас не останется здесь 6 петель. Итак, мы сделали с вами последнее убавление. Здесь у нас на правой спице осталось 6 петель. Мы повернули вязание на изнаночную сторону.
Вот эти вот полоски говорят о том, что мы с вами на изнаночной стороне. Теперь мы приступим к увязыванию пятки. Каким образом? Первую петлю снимаем, следующую провязываем лицевой, а вторую и третью петлю провязываем вместе лицевой. Таким образом мы будем убавлять с вами петли крайние вот эти с обеих сторон и в то же время посередине. Таким образом будем формировать пятку. Итак, значит, одну кромочную мы с вами сняли, одну петлю провязали лицевой, следующую, вторую, третью провязали вместе. Дальше вяжем лицевыми петлями до тех пор, пока у нас с вами не останется 3 петли. Так, осталось 4. Вот, теперь 3. Вот видите, вот до этой кромочной петли 3 петли осталось. Мы с вами третью и вторую петлю провязываем вместе лицевой, затем одну петлю лицевой. Теперь вот эту крайнюю и затем петлю, которая после вот этого расстояния у нас, мы провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Поворачиваем вязание. С лицевой стороны нашего носочка мы никаких убавлений делать не будем, поэтому провязываем все петли лицевыми. Убавление будем всегда делать с вами с изнаночной стороны нашего носочка. Так, провязали. Так, это у нас вот еще одна петля. Вот до вот этого места, где у нас большое расстояние. Здесь мы с вами вот эту последнюю петлю подошвы и та петля, которая следующая, мы провязываем 2 вместе изнаночной. Разворачиваем вязание. Так, здесь мы должны с вами сделать убавки. Формируем пяточку. Так, первую петлю снимаем. Следующую петлю провязываем лицевой, вторую и третью петлю провязываем вместе лицевой. Дальше продолжаем вязать до того места, где у нас здесь большое расстояние, но не довязывая 3 петли. Так, вот у нас осталось 3 петли. Мы третью и вторую петлю опять провязываем вместе лицевой, затем петля лицевая, вот эту крайнюю и следующую провязываем 2 вместе лицевой. Поворачиваем вязание. Здесь у нас никакие убавочки не делаются, кроме как только вот в конце ряда. Вяжем все петли лицевыми. Так, не доходя вот до этого расстояния, до большого, мы помним, одна петля у нас остается, и следующую провязываем изнаночной. Таким образом мы с вами сокращаем вот эти петли боковые, и одновременно у нас сокращаются те петли, которые в середине. Таким образом мы образуем пяточку. Итак, дальше вяжем таким образом до тех пор, пока у нас с вами не останется 3 петли. Итак, повернули вязание. Первую петлю снимаем, следующую провязываем лицевой, вторая и третья петля, вторую и третью петлю провязываем вместе лицевой, следующие петли провязываем лицевыми, ничего здесь не убавляем до тех пор, пока у нас не останется 3 петли до вот этой вот полосочки. У нас как раз вот 3 петли, мы их третью и вторую провязываем вместе. Следующая петля у нас просто лицевая. Следующая петля, где у нас вот эта вот полоска, мы ее провязываем вместе с другой петлей лицевой. Поворачиваем вязание
Здесь мы никакие убавки не делаем, вяжем просто лицевыми петлями. Так, провязали. Вот нам нужно довязать до того места, где у нас здесь большое расстояние. Значит, эту петлю и следующую провязываем изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, следующую провязываем лицевой, вторую и третью провязываем вместе лицевой петлей. Дальше продолжаем вязать до тех пор, пока у нас здесь вот осталось как раз 3 петли, уже все меньше нам петель вязать. Мы их провязываем вместе лицевой, следующая петля лицевая. Так, дальше вот эту петлю и та петля, которая за расстояние, захватываем ее, провязываем вместе лицевой, поворачиваем вязание. Видите, у нас уже формируется пяточка. Здесь вот все уменьшается. Так, здесь мы никакие убавки не делаем. Провязываем все петли лицевыми. Доходим вот до этого места, где большое расстояние. Захватываем следующую петлю, провязываем 2 петли изнаночной, поворачиваем вязание. Так, здесь мы делаем убавочки, не забываем, первую петлю снимаем. Дальше у нас лицевая петля, следующая, вторая и третья провязываем вместе лицевой. Так, и смотрим, здесь у нас уже как раз осталось вот 3 петли, значит, нам сразу опять же нужно провязать 2 вместе. Так, следующая петля лицевая. Так, здесь мы делаем убавочку, разворачиваем вязание. Так, с правой стороны, с лицевой стороны мы вяжем все петли лицевыми. Так, последняя петля у нас, и захватываем следующую изнаночной, разворачиваем. Здесь у нас, видите, уже осталось по одной петле. Разворачиваем. Так, здесь будем таким образом вязать с вами. Одну петлю, вот эту кромочную, снимаем. Следующий у нас, видите, вот между вот этими полосками у нас осталось 4 петли. Значит, мы теперь сразу сняли кромочную, вторую и третью петлю провязали вместе лицевой. Дальше у нас опять провязываем 2 вместе лицевой, они идут уже следом. Так, затем у нас идет вот эта петля, ее захватываем, и следующую. Разворачиваем вязание. Так, здесь ничего не убавляем. Вяжем по рисунку лицевыми петлями. Так, и вот здесь у нас с вами, видите, перед большим расстоянием осталась 1 петля. Мы ее провязываем изнаночной. Поворачиваем вязание и смотрим. У нас здесь осталось с вами 5 петель. Значит, мы первую петлю снимаем. Теперь вот эти 2 средние между вот этими петлями, где у нас полоски, провязываем 2 вместе лицевой. Так, и вот большое расстояние, вот эта петля, мы провязываем 2 вместе лицевой. Все, у нас с вами осталось 3 петли. Поворачиваем вязание. И теперь вот эти все 3 петельки мы с вами должны провязать 3 петли вместе. Значит, каким образом делаем? Первую петлю снимаем. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой. Затем протягиваем вот эти 2 провязанные петли через первую, которую мы сняли, и вытягиваем. Все, мы с вами вот закончили.
Итак, мы теперь берем ножницы, отрезаем ниточку, протягиваем кончик этой ниточки через вот эту петлю и подтягиваем. Все, мы с вами пяточку связали. Вот что у нас получилось. Видите? Мы все убавили, вот такая у нас пяточка с вами получилась. Итак, вот такой носочек у нас уже получился. Вот так выглядит лицевая сторона. Вот рисунок, который мы с вами вывязали. Пяточка у нас вот так вот уже сформировалась. Если мы вывернем наш носочек на левую сторону, вот, посмотрите, подошва как у нас будет выглядеть. Вот они, полоски, которые мы с вами убавляли. Видите, как они получаются? Пяточка, вот она, такая вот у нас вышла. Вот с этой стороны, где мы с вами убавляли, видите, прям все видно, вот эти полосочки, все очень хорошо видно. Носочки здесь мы не сшивали, все это без шва. Единственный шов, который мы с вами будем делать сейчас, это вот нам нужно сшить вместе вот эти две части нашей резиночки. Вот здесь вот. Но прежде чем мы будем сшивать, нам нужно убрать с вами вот этот кончик, спрятать его. Это тот кончик, который у нас остался от пятки. Берем иголочку. Так, закрепляем еще разочек здесь ниточку. Чтобы она уж точно не распустилась. Так, затем вот таким вот образом, как я прячу кончики, вот по этому краю просто за каждую петельку вот так вот проходим. Проходим вот вверх по этой вот дорожке, чтобы у нас не видно было и в то же время закрепилась эта ниточка здесь, не распустилась. Вот. Ну, буквально 2-3 сантиметра вот так вот пройдите, берете ножницы и вот так вот отрезаете вот этот хвостик. Все. Теперь нам с вами осталось сшить вот эту вот часть носочка. Берем также иголочку. Вот у нас кончик нитки остался. Это та нитка, когда мы набирали с вами петли, она вот осталась, эта ниточка. Ею мы и будем здесь зашивать. Носочек выворачиваем на левую сторону, одели ниточку, вывернули носочек на левую сторону. Так вот все аккуратненько, ровненько сложили. И вот здесь, видите, края вот у нас идут. Мы будем с двух сторон эти две петельки вот так вот эту кромочную петлю, вот так вот две ниточки будем подхватывать. Но здесь я советую несколько раз вот так вот пройти, как закрепить, чтобы ровненько было. Раз, два. Чтобы у нас вот здесь вот так вот ровненько получилось. Затем с одной стороны так вот две петельки вот эти берем кромочные, две ниточки вот эти, и со второй. И вот таким образом мы с вами до конца и сошьем, не пропуская ни одну петельку, прям в каждую вот так вот дырочку.
Вот и до конца проходим. Вот здесь вот немножко тоже так же сделайте несколько шажков, несколько стежков, чтобы закрепить. Я вот видите, оставила нитку коротенькую. Вы оставляете здесь подлиннее, чтобы вам удобнее было закрепить нитку. Мне вот сейчас вот будет не совсем удобно ее закреплять. Она у меня осталась очень уж маленькая. Побольше здесь надо, сантиметров 15 оставлять, 20 даже, наверное. Так, все. Так, вот я ниточку. Вот, закрепили. У вас нитка побольше должна остаться, надеюсь. Поэтому вы еще разочек стежок сделаете. Все, здесь теперь отрезаем вот эту оставшуюся ниточку, выворачиваем носочек на правую сторону. Вот, все. Так вот мы с вами сшили. Вот эта пяточка. Все, наш носочек готов. Вот такой вот у нас он получился. Теперь таким же образом вы можете связать второй носочек, и ваша пара носочков будет готова.